Доброе утро, земля. Время 7 утра, даже без 5. Спала ужасно всю ночь, но не из-за холода. Я вообще не замерзла. Все-таки спальник и коврик работают на ура. Хотя спальник рассчитан на -2, а я мерзлявая, но я не замерзла. Ну, плюс пуховая куртка, пуховые чуни, конечно. Посмотрите, какой сзади меня вид шикарный. Палаточка возле такого бирюзового озера стоит. Мне вчера, оказывается, голоса-то не слышались. Я думала, все, у меня глюки уже. Боялась прям выходить. Там вон палатка стоит. Кто-то все-таки пришел вчера так поздно. Я же в палатку-то заходила, никого не было. Это они уже так поздно пришли. В общем, я хотела тоже палатку там поставить, но там вчера просто сдувало, и я бы просто не смогла ее поставить в такую витрину. Я не знаю, как они поставили. Ну, короче, я тоже хотела с видом на то озеро. Ну, тут тоже ничего. Правда, вот эта палатка смущает страшная. Ладно. В общем, что вы думаете, я хочу сделать? Я хочу попытаться искупаться в озере София, в большом. Пока эти товарищи в палатке, наверное, спят, хочу попробовать забежать. Но я не знаю, смогу я или нет. Очень холодно. Вода тут тоже ледяная. Короче, попробую хотя бы, потому что я буду не я, если я хотя бы не попробую. Какое же оно все-таки невероятно красивое, а? Просто невероятный цвет воды. Говорят, что это за счет какой-то извести, которая вырабатывается с каких-то скал. Но это не точно, потому что мне так сказали, я не проверяла информацию. Я сделала это, yes. Короче, я хочу еще. Нет, с головой не могу решить. Очень холодно. Солнышко выглянуло после того, как я искупалась, блин. Смотрите, как красиво стало. Ух, вы не представляете, какая я радостная, что я это все сделала. Что я все-таки искупалась, пусть даже так. Волосы, кстати, все равно нормально так намокли. Вот. Я очень рада. Я, конечно, хотела голову еще сегодня помыть, но нет. Прям очень холодно, я вся замерзла. Озеро такое красивое, его еще солнышком подсветило. Но там немножко дождик потом пробрасывал. Чтобы погода не испортилась. Как я рада, что я именно с утра это сделала. С раннего утра, представляете, еще 8 утра нет. Самый дубак, люди спят, а я там купаюсь. Плохо, что я не могу свои эмоции показать, потому что люди спят, я ж не могу кричать. А так хотелось покричать. Моя палаточка тоже на очень красивом месте стоит. Так что жалеть не о чем. Это тоже Софийское, только малое озеро. Оно же тоже такое же голубое. И тут смотрите, какое отражение. Здоровско. Тоже красиво. Как будто два неба.
Даже не верится, что это озеро. Это два неба. Вот этот камень, конечно, вообще люди испортили. Вот зачем вот это писать? Понятно, что людям надо внести вот это, чтобы мусор забирали. Но не на таком же красивом месте. Получается, они самый кадр испортили, потому что этот камень огромный прям посередине озера стоит и попадает во все фотографии. Но это кошмар. Это реально кошмар. Вот чем они лучше тех людей, которые мусор оставляют в таком месте, на таких камнях, вот такое писать. Солнышко и тут немножко побаловало озеро. Но это ненадолго вокруг, конечно. Тучи ходят. Как бы не хотелось-то, чтобы погода портилась. А небо черное. Прям нормально черное. Меня уже и не пугает эта палатка страшная. Но все равно неприятно, что она тут стоит. Непонятно, что случилось с человеком. Ну, а теперь надо сушиться, греться и завтракать. И он себе уже поставила водичку греться. Сейчас что-нибудь заварю. Прям горяченького надо поесть, что меня всю трясет, очень холодно. Кстати, я же обещала показать, хотя уже показывала в фильмах про Иргаки. Вот спальник Sea to Summit. Он, конечно, комфорт -2, но в принципе вот я мерзлявая, я в нем еще пока ни одной ночи прям сильно не мерзла. Он так, если совсем чуть-чуть. И у меня коврик этой же фирмы. Вот. Он очень толстый. Он с утеплителем внутри. Короче, вот коврик и спальник, и подушка этой же фирмы работают просто на ура. Вот. Подушка еще и на липучках к коврику прилепляется, и она не ерзает. Вообще спать удобно. Завтрак у меня стандартный, можно сказать. Цикорий с кедровым орехом. Ой, трясет меня аж. Каша у меня будет овсяная с пшенной, с тыквой, с ягодами там, короче. И 2 конфетки, сушки надо доедать и пару хлебцев. Смотрите, какое озеро нереально красивое стало. Солнце выглянуло. Хочется любоваться и любоваться, не торопиться никуда, не уходить. Но тут надо поторапливаться. Потому что погода такая, непонятно, что будет. Там вот, например, мрак. Вон туристы вылезли из палатки. Ну все, я собралась. Хожу с этого красивейшего места. Но, если честно, мне здесь не по себе как-то было. Место очень красивое, но нет здесь какой-то такой свободы. Какое-то чувство неприятное. Поэтому я с удовольствием хожу. По плану у меня было здесь 2 ночи. Но для того и планы, чтобы их нарушать. Вот, я решила делать переход, пока погода позволяет. Пока озеро невероятной красоты. Может быть, когда-нибудь еще увидимся. Сегодня вот ветра нет, сразу все хорошо кажется. Но все равно холодно. Хоть ветра нет, снега нет, града нет, дождя. Ну, дождя это пока, что тучи ходят. Вот отсюда оно еще шикарней выглядит. Просто такая голубизна. Вот они, сокровища-то. Вот что надо в жизни увидеть. И собирать свою копилку. Вот такие красоты. Еще разок напоследок сниму это шикарное озеро. Все, от него не могу глаз оторвать. Еще вот там скалы наверху снегом присыпаны. Как же красиво. Пока Софийское озеро. Красивое, прекрасивое. Я вчера из-за такого ветра, из-за холода поторопилась, блин. Надо было здесь встать вот с таким видом шикарным. И вот здесь вот встать надо было. И вон там вот озеро второе. Или третье. Оно тоже, кстати, красивое. Хоть и маленькое, хоть
хоть и не голубое. Тоже вид шикарный. Еще солнце так вовремя подсветило. Отражение классное. Вот здесь надо было стоять мне. Здесь бы мне спокойнее было, и та палатка бы меня не смущала. Ну, блин, кто его знал. И потом выходить здесь ближе. Ну, ладно, на следующий раз буду знать, если что. Какое же оно чистейшее. Здесь так тихо, так хорошо. Ё-моё, я такой шанс упустила тут постоять. Ну ладно, ни о чем жалеть никогда нельзя. Хорошо, что мне не туда, вниз. Красота какая. А мне вон туда. Сегодня будет перевал Караджас, называется. И говорят, что там кверху он прям вот такой, и сыпучка мелкая. Ух, не знаю, как я зайду. Кстати, тропа тут идет по вот такому прям обрыву резкому. Не дай бог оступиться или пошатнет из-за рюкзака. Покатишься и все, косточек не соберешь. Прям тут по обрыву идешь, получается. А вон там озеро виднеется внизу. Тоже такое же голубое. Айматлы-Джагалы, если я правильно посмотрела по карте. Вот она. Это позади меня. Что вы думаете, Алина, как всегда, ё-моё. Там, тут, оказывается, нормальная тропа есть, а я там по обрыву шла. Вот что значит незнание мест. Вот так вот и изучаешь. Ё-моё, какие же тут большие горы. И видите, солнцем подсветило озеро. Оно прям такое же красивое. Нереального цвета. Обалдеть. Красотища. Какие горы красивые. Вот это вид. Сейчас солнцем подсветило, как же классно. Ё-моё. Вот за такими видами я шла. Хорошо, что хоть немного распогодилось. И вот Софийские озера видно. Первое такое темное, второе такое красивое. Вот эти виды вообще нереальные. Просто можно тут на час залипнуть, а надо дальше идти. Так красиво, ё-моё. Аж плакать хочется от счастья. Мне куда-то туда. Скачу тут по камням, вот по таким. Что-то тут фиг пойми, куда идти. Вот такие везде камни. Вот оттуда я пришла. Ладно, по камням-то прыгать. Там подъем сейчас будет жесткий. Сыпучка. И вот приспособила как-то штатив. Не знаю, мешает, конечно, но зато он под рукой. Но на таком подъеме я точно снимать не буду. Там просто жесть вот такая, с сыпучкой, с мелкой. Тут снег, ё-моё, везде. Походу, надо куда-то тут идти. Сейчас вон там, наверное, обойду. Короче, мне надо как-то через снег пройти. Капец, как страшно.
Я боюсь всегда такие снега переходить, непонятно, что под ним. Они же уже талые. Ё-моё. Мне туда вот я поняла, что вот за этот камень, и там будет подъем сыпучий вот этот. Капец. И тут вот не обойдешь нигде. Там возле скалы, там вообще это дыры такие под снегом огромные. Только тут. Я вижу, что тут когда-то давно ходили, но уже следы старые. То непогода, то снег. Вы не представляете, как страшно провалиться здесь. Фиг его знает, что там под снегом, под этим. Какая глубина. Просто трындец. Там еще слышно, как вода подтекает, блин, под ним. Представляете, как там можно рухнуть? Главное, следов свежих нет. Что, никто не ходил, что ли? О, все. Самое стрёмное это под конец, и в начале, и под конец, потому что тут снег тоньше и более талый. А теперь новое испытание. Вот этот перевал. Подняться по сыпухе, по крутой сыпухе. Поднимемся, куда мы денемся, лишь бы дождь не пошел. Вот этот весь Курум, эти горы я прошла. И вот потом вышла к этому снежнику. Ну а теперь поднимаюсь в очень крутую гору. Каких-то 350 метров. Ну очень круто. Вот в этот снег, опа, только хотела сказать, сокол залетел. Короче, он птичку сшиб на лету. И она туда упала, он за ней залетел. Походу он ее там что, съел что ли? Как и вовремя камеру включила, увидел, как он вылетел. Вот он сидит в середине кадра. А я там еще видела свежие этих туров. Все мечтаю их увидеть. На Большой Тхач, когда шла, видела тура, но не успела снять его. Жопу только увидела. Вот, я все надеюсь, что я одна же хожу, и никого нет, народу-то нет совсем. Может, увижу каких-нибудь животных диких. Вон он снег, где я шла внизу. А повыше снизу-то не видно было озеро. Классно, что тут вот в таких цирках, да, водоемы находятся. На каких-нибудь высотах. Там, наверное, 2,5 где-то высота. Если не выше. Может, 2700. Красиво. Вот такое перевалище я поднимаюсь. Крутой. Он непродолжительный, но слишком крутой. Мне вот такие виды зато обворожительные с него. Я уже показывала, но еще могу много раз показать, потому что очень красиво. Тут осталось метров 50-70. Самая-самая круть. В 2-3 этапа. Потому что рюкзак тяжеленный, я отдышиваюсь часто. Поднялась я этот перевал. Там было несколько человек. Семья из Луганска. Вот, конфетками меня угостили. Я не стала там наверху уже снимать. И вот я уже на спуске. И мне сейчас спускаться. Потом долго-долго вниз, короче, идти километров 8. Ну, как можно дальше, мне сегодня надо уйти. И вот такой Курум меня сейчас ждет. Я еще даже не смотрела толком, куда мне идти. Пока иду просто и все. Кстати, забыла сказать, что перевал этот Караджаш. И наверху там, по-моему, 3014 метров над уровнем моря. Вот так вот такая высота. А сейчас я пойду понижаться. Прохожу вот такое озеро с такими шикарнейшими видами. На карте написано просто водоем, без названия.
Зато вид какой у этого водоема. Обалденный. Заметили, какая гробовая тишина? Только птички иногда поют, и то их не слышно. Прям мега тихо, даже ветер не дует. Потому что находишься в цирке между скалами. Короче, вокруг скал везде. И тут такая тишина. Просто умиротворение. Я сейчас все время вниз и вниз, прям очень-очень круто вниз иду. Подозреваю, что и вон туда мне вниз, и совсем вниз. Ну а потом я чувствую, такой же набор высоты будет ужасный. Вот этот Аюлю. Ох. Вот они горы. Это озеро Кувшинки. Потому что, видите, на озере такие плюшки, как кувшинки как будто бы. Островки небольшие, похожие на кувшинки. Наверное, поэтому так называется. Так вот смотришь с другой стороны на озеро. И вон туда, откуда я пришла. А я откуда-то оттуда пришла. Кажется, ну откуда-то можно прийти. Кругом горы. Непонятно откуда. А нет, есть лазейка. Вот там, с левой стороны. Как же тут красиво-то, а? Озеро чистейшее, прозрачное, такое шикарное. Тут с палаткой можно стоять, но мне слишком рано вставать. Мне надо как можно дольше пройти. А я вот решила с видом таким шикарным сделать остановку и перекусить. У меня маленькие сушечки и фруктовый батончик и водичка. Посижу маленько, помедитирую. Долго нельзя медитировать. Время уже 3-й час, а мне еще почти 6 километров шарашить. Поэтому нельзя долго рассусоливать. Как же тут хорошо. Тихо, спокойно. Солнышко пригрело. Даже неохота уходить. Я бы с удовольствием здесь постояла. Но это надо тогда еще день. Никак у меня не получается здесь остановиться. Я бы и покупалась тут. Но время не позволяет, да и холодно, хоть и солнце греет, холодно, ветер очень холодный. А мне еще долго идти. Тут очень много крокусов растет, белых именно.
Крокус, шафран его называют. Красавчики. Красиво там. Снегу лежит куча. Они же деревья цветные. А я спускаюсь и спускаюсь. Еще долго спускаться. Я зашла в зону леса. Лес на склоне, на горе. Тут столько поваленных деревьев. Видимо, что-то как-то случилось. Пожар, может, был. Мне еще капец как долго спускаться. Очень круто, очень резко. Но зато быстрее, чем подниматься. Спуск просто нереально крутой. И очень-очень длинный. Я уже вымоталась. Мне еще 400 километров спускаться. По такой крутизне. Какой огромный. И там еще маленьких много. Короче, дошла до хижины в лесу. Когда хозяев нет, люди тут ночуют. Но там сейчас есть хозяева. И мне сказали, что лучше у них не останавливаться. Они типа негостеприимные. Я вышла к реке Псыш. И сейчас какое-то время буду идти до нее, до хижины басмача. Хижина басмача. Почти 2 километра идти. И мне сказали туристы, которых я наверху на Караджаше встретила, на перевале, что она всегда закрыта, эта изба. Вот такие дела. Поэтому не знаю, где я встану. То ли у этой хижины, то ли дальше придется идти. Уже вечереет. Посмотрим. Кстати, я вся красная, вся горю. Мне что-то так жарко. Я вообще спустилась, наконец, этот ужасный спуск. Ну вот он перед хижиной спуск. В несколько километров спуск. Очень крутой. Мы такие преодолевали на большом тхаче. И на 30-ке они там не такие крутые. Короче, жесть. Я думала, я его никогда не спущусь. Мне так ноги устали спускаться. А самое страшное, я себе представила, как подниматься обратно. Вот люди мне встретились, они же поднимались, это подъем. Жесть. Ну, в принципе, Алюлю мне тоже придется подниматься, такой же подъем. Так что я испытаю то, что испытали эти люди. Иду через вот такой лес. Преимущественно пихтовый. Вот такая тропка хорошая. 800 метров осталось до хижины басмача. Посмотрю, что там за хижина. И, наверное, может, дальше пойду. Если сил хватит и времени. Ой, что-то тропа потерялась. А нет, вон. Вот сколько грибочков на старом упавшем дереве. Расположились красавчики. Много так. Тут столько грибов вообще. Бери да ешь. Просто у меня еды много. Я обычно грибы не собираю. Просто тьма. Всяких разных. Вот и хижина басмача. Тут рядом лошадь гуляет с колокольчиком. Ну, конечно, тут места полно, где можно палатку поставить. Не знаю, сейчас посмотрю, сколько до следующего места идти. Я уже что-то очень устала. Ну да, интересно. Хижина басмача. Ку-ку. Интересно. Вообще здесь бывает. Лошадь же гуляет. Она же в его, наверное. Там вон еще какой-то сарай. Вальник. Короче, вот такая избушка. Всегда закрыта. Время без 15:05. Километр 600 до следующего места идти. Я что-то так устала. Мне что-то лопатки так болят от рюкзака. Сильно у меня тяжелый рюкзак. Что-то нифига не легчает. Наверное, надо идти все равно. Не тут же стоять. Да и тем более лишние завтра 1,5 километра. Мне совсем не нужны. Завтра очень жесткий, долгий, длинный подъем. Очень сложный. Короче, перевалище такой.
И мне надо как можно ближе подойти, поэтому лучше сегодня преодолеть эти километр 600, чем завтра мучиться дольше. Такие дела. Сейчас буквально 5 минуток посижу и пойду дальше. Это может быть старая хижина была раньше. Или изба какая-нибудь. Пойдем заглянем сейчас. Все равно по пути. Тут палати такие большие. Можно ночевать. Тут, наверное, когда-то печка, может, была. Почему люди такие, непонятно. Вот свинарник какой. Такая хорошая избушка. Можно от дождя укрыться. Здесь переночевать. И такой сральник. Видимо, здесь когда-то была изба. Это я сколько-то уже метров прошла. И все. Рухнула. Прямо возле речки. Блин, мне на ту сторону надо. Что-то она такая мощная, я не знаю даже. Пока пойду с этой стороны. Надеюсь, я там смогу перейти. Какая она красивая, псыш. Тоже голубого цвета. Обалдеть. Какая красавица. Бурная. Ё-моё. Река такая прям бурная. Я вижу подвесной мост. Как же здорово. А я иду, переживаю, как я буду реку переходить. А тут мост есть. Круто. Только еще до него дойти мне надо. Я, конечно, в этом не сильна, но, по-моему, это ловушка или что это? Ловушка на кого-то, что ли? Фига себе. Прямо на тропе. Или что это? Или это типа будка отдыха какая-то. Нет, это охотники, наверное, тут прячутся, типа. Там вон даже что-то лежит, какой-то мешочек. Чё-нибудь. Написано, что мост в аварийном состоянии, переход строго по одному. И мне сразу стало страшно. Он сильно шатается, конечно. Ёшкин кот. Ну, пойду потихоньку. Снимать точно не буду. На одну сторону перешла, а тут мост делится на две стороны, потому что река на две разделяется. И мне еще переходить. Так шатается, реально страшно. Особенно, когда не над рекой, а над камнями переходишь. Я перешла. Пришла я, где можно палатки типа ставить. Ну, на карте указано. Там типа душ или что, не знаю, или туалет. Все вот так вот зарисованы камни. А там погранзастава какая-то. Мрачно, конечно, тут. Что поделать? Все камни зарисовали. В общем, вот так поставила палатку. Только поставила, начала ставить, дождик начал капать. Все, сейчас вот уже усиливается. Вон там видно, что все черное. Сейчас, походу, сильный пойдет. Вот в таком месте стою первый раз. Тут рядом погранзастава, видимо, они за этим местом следят. Вовремя я решила здесь именно встать, потому что все, дождь сильно начинается. И за водой только что сходила, успела до дождя. Капец, что-то я так сегодня устала. Вроде и подъемов-то таких прям затяжных не было. Что завтра будет? Спина мне что-то устала от рюкзака. И пришла так поздно. Только палатку поставила, пошел дождь. Сейчас уже темно на улице. Как я вовремя пришла, вовремя палатку поставила, за водой сгоняла. Сейчас сижу так хорошо. Сейчас себе кушать буду делать. Уже поставила воду. Буду картошечку, пюре кушать с тунцом и с лучком. Ну, если влезет еще, конечно же, цикорюшку попью. И все, сразу спать завалюсь. Даже, наверное, включаться не буду. Заранее всем спокойной ночи, до утра. Доброе утро, земля. Время 9 утра. Я дала себе вывалиться хорошенько. Вот, проснулась в 6 утра и все это время валяюсь. Всю ночь лил дождь. До сих пор еще немножечко капает. То капает, то перестает. Я, в общем, решила сегодня сделать себе дневку. Дать своему телу отдохнуть. Выспаться, вывалиться перед подъемом на Юлю.
Да и погода такая, дождь, и палатка опять вся мокрая. Я чуть не хочу опять несколько литров воды лишних в гору тащить. Вот, сегодня попробую помыться полностью нормально, как человек. Здесь есть самодельный душ, я тут возьму бурдюк, вот, наведу воды себе и помоюсь. И вот, кстати, минус моей палатки. Я палатку свою обожаю, но вот то, что у нее нет юбки, короче, вот дождь лил всю ночь. Ее вот так всю просто с той стороны забрызгала, она такая грязная. Потому что я на земле стою. Просто жесть. Главное, чтобы дождя больше не было, чтобы это все высохло и отряхнуть можно было. Вот такая тут грязь. И вот что у меня с бурдюком стало. Блин, весь его забрызгала. Придется его мыть в реке, наверное. Вот такая вот просто грязь. Вообще все забрызгала, всю палаточку мою. Время 12 час. Я полноценную зарядку сделала, умылась, позавтракала. Вот такая тут стоянка в свете дня. Тут рядом погранзона. И, видимо, они здесь следят за всем. Там вот у них инвентарь всякий, тут туалеты есть. Ну и самодельный вот душ там стоит. Потом покажу. Полотенчика повесила свое сохнуть, оно еще такое влажное. Вот таких 2 котелка согрею, вылью в бурдюк. Смешаю с холодной водой. Будет такая, наверное, летняя вода, чуть теплая. Тело помою. Потом еще один такой сделаю для головы. Вот у меня мыльная, рыльная. Котик тут сидит, прохлаждается. Наконец-то я помоюсь, как нормальный человек. Там я в душ заходила, смотрела, там можно бурдюк подвесить на гвоздик и помыться нормально, раздеться, спрятаться. Не страшно, что кто-то увидит. Но тут пока никого нет, и я тут стараюсь себя очень тихо вести, чтобы никто не знал, что я здесь. Вот рядом погранзона, да. Я бы не хотела, чтобы они знали, что я тут. Потому что мужчины все-таки, а я одна. Стараюсь тихо-тихо, как мышка тут быть. Так хорошо отдыхать, вы не представляете. На самом деле, я же уже больше 20 дней в путешествии. Мы же сначала с Петрухой путешествовали. Прошли Большой Тхач и 30-ку. Вот, и потом я сразу поехала на Кавказ. На Архыз в одиночное путешествие. Вот, и, конечно, уже подустала немного. Телу надо дать отдохнуть. Усталость все равно накапливается. Хорошо, сегодня поотдыхаю, помоюсь, приведу себя в порядок. И завтра с новыми силами возьму этот перевал. Вот такой душ самодельный. Типа мужской, женский отдельно тут. Разницы, конечно, нет. Вот так вот тут. Даже ковричек есть, вот пенечек есть, что положить. Ну и тут вот по бокам гвоздики подвешиваю, бурдюк, да помоюсь. Вот такой душик. Ну и мужской, наверное, такой же. Да, мужской. В мужском только почему-то пенька нет. Кстати, тут есть костровище. Правда, я не знаю, где дрова брать. Вообще, можно ли здесь дрова брать? Фиг его знает. Может, такая антиохранная зона, я вот не в курсе. Да и тут живые в основном деревья вокруг. А вот эти дрова, они просто все насквозь мокрые. Представьте, дождь уже сколько идет. Они прям вообще мокрющие, прям примокрющие. Не знаю, передашь ли камеру. Короче, вот это все, это просто водой пропитано. Вряд ли из этого можно костер какой-то сделать. Тут какие-то стоят дрова, но я чужие не люблю брать. Да я не знаю, можно ли тут вообще пользоваться этим всем. Поэтому на всякий случай не буду, короче, тут себя выдавать, так сказать. У меня вообще что-то с костром в этом походе плохо получается. Дожди идут и идут, все мокрое, то я стою там, где дров нет. Мусор я хочу все равно поджигать, это у меня уже целый пакет накопился. Я же еще за туристами собирала, думала, костерчик у меня будет. А потом дождь пошел, и костер не получилось. И у меня целый пакет мусора, надо его сжечь, таскать-то его не очень. Тут вот, кстати, такая речушка протекает. Маленькая совсем. И вот здесь, видимо, специально вырыли яму глубокую. Это как родник. Я вот здесь воду беру. Очень удобно. Не надо на реку ходить и себя выдавать. Не знаю, как я на это место набрела. Но вообще на карте обозначено, что тут кемпинг. Ну, типа палатку можно ставить. Я и вышла. Там есть еще дальше какое-то тоже место. Но я уже не дошла до туда. Потому что дождик начинался, темнело уже. И решила встать здесь.
Ботинки на просушку выставила, стельки. Гамаши прополоскала, повесила полотенце. Вот нижнее белье это еще с того времени все никак не просохнет, когда я в водопаде покупалась. Это вот вам на задумку, стоит ли купаться в нижнем белье или все-таки голышом. Невозможно несколько дней белье просушить. Потому что влажность высокая, сырость, дожди идут. Короче, погода-то не та, чтобы сушить. Вот. А вы спрашиваете, почему голышом, почему голышом? Вот так вот я расположилась. Бурдюк повесила, полотенце. Тут у меня мыльно-рыльное. Сейчас буду мыться наконец-то. Конечно, холодно очень. Вода такая еле-еле тепленькая, ну, летняя. Зато какой кайф. Сейчас намылись. Я пока волосы убрала, потому что я волосы же отдельно буду мыть, чтобы их не намочить, мне же потом одежду еще надевать. Сейчас помоюсь с мылом, побреюсь нормально. Струйка, конечно, такая тоненькая. Но это лучше, чем ничего. Я уже намылилась, побрилась уже. Намылилась, побрилась. Как хорошо. Теперь я мыло смываю, пытаюсь смыть. Надеюсь, мне хватит. Половина где-то бурдюка осталась. Потом еще голову мыть. Я уже вся замерзла. Так, у меня второй заход. Готовлю второй бурдюк для головы. Что-то вообще опять все затянуло, пасмурно. Ё-моё, ну хоть бы не было дождя, а. Просто опять все небо черное. Утром солнышко было, я так радовалась. Палатка только просохла. Наконец-то я похожа на человека. Пока что я на бабу-ягу похожа, но, по крайней мере, я полностью чистенькая. Как же классно. Вообще вы не представляете. Вот много для счастья человеку надо. Сначала себя измотать, ухайдокать, а потом помыться хорошо, и все. И ты счастливый человек. Пью вот горяченькую водичку. Согреваюсь. Мне в палатку-то нельзя с мокрыми волосами. У меня же там пуховый спальник. Надо маленько обсохнуть. Холодно. Зато хорошо. Зато я помытая, счастливая и отдохнувшая. Сейчас еще допью воду, попробую мусор пожигать. На просушку все повесила. На проветривание больше даже. А то невозможно ни прожарить, ни проветрить. Все, дожди идут, да холодно. Ну, полотенце тут сушится. Там еще палатку открыла тоже всю. Матрас боком поставила. Тоже все поразвесила, чтобы там все просыхало вот так вот. Ну вот мой мусор весь сгорел. Я даже умудряюсь баночку вот обжечь, поворачиваю ее. Потом я ее сплющу, баночку заберу с собой. Ее оставлять не буду. А весь остальной мусор вот сгорел дотла, можно сказать. Еще догорает. Вот она, моя сплющенная баночка. Я даже внутрь фольгу, которая не догорела, упаковала туда под крышку и сплющила, забрала. Не стала оставлять в костровище. Вот мусор мой сгорел весь. У меня тут чаек, пару кусочков сыра. Как он меня выручает. Хорошо, что мне его подарили. Маленькие сушечки, хлебцы обычные и орешки. Короче, у меня сон час. Ну, я не сплю, конечно, я просто лежу балдею. Думаю, размышляю, что-то там, мысли какие-то гоняю.
карту разглядывала, лежала. Дальнейший свой маршрут. Я его постоянно меняю. Вот как хорошо одной. Еще об этом вот думала, еще чай когда пила, думаю, как хорошо одной. Сижу, никого нет. Вот. И я реально отдыхаю, когда я одна, я отдыхаю от людей. Все равно же находишься среди людей в городе, да, в обычной повседневной жизни. Вот, люди постоянно тебя окружают. И я лично от людей очень сильно устаю. Не потому, что люди плохие, не потому, что я их не люблю. У меня вообще никогда к людям не было ненависти никому и нет до сих пор. Вот, и просто я от них устаю, и все, и мне нужен отдых вот такой. И одно, что хорошо, вот я постоянно иду, маршрут меняю, под себя подстраиваю, там, устала, встала, там, захотела, дневку сделала. Лежу, балдею, размышляю как раз на эти все темы. Как мне хорошо одной. Хорошо, что никого вообще нет. Валялась я, валялась и решила пойти погулять. Не весь день же валяться, часик полежала. Вот такие вокруг горы. Тучищи, как всегда, блин. А мне завтра вот на такой верх подниматься. Вот здесь вот, кстати, прояснение небольшое. Но это небольшое, вон, видите, что там творится. Решила к реке сходить, прогуляться. Че валяться-то долго? Не надо себе прям совсем расслабуху-то давать. А то что я потом ночью буду делать? У реки, на берегу, недалеко от подвесного моста. Вон мост торчит. Вот такая походная баня есть. Типа можно париться. Но это сколько ж дров надо где-то взять. И тут сразу оп, как будто специально вырыта такая глубокая ванна. И можно сюда заныривать, наверное, с баньки. Вот написано баня. О, наверное, круто тут париться. Вот так на бревне сидеть и поддавать на горячие камешки. Ой, даже банькой пахнет. И веничек есть. Здесь теплее намного. Класс. Да, прикольно. Правда, крыша уже провисает. Там вода на ней от дождей. Наверное, ее прорвет скоро. И вот здесь тоже. Вот так прикольная банька. Круто. Какая же все-таки река красивая. Голубая-голубая. Умиляют вот такие рисунки среди цветных камушков. Хотя я, например, считаю, что в таких местах не должно быть такого. Скорее всего, это дети раскрашивали. Возможно, их сюда группой приводили. Или привозили. Я же внизу сейчас нахожусь. То есть я с 3000 вчера спустилась на 2, наверное. По-моему, на 2000. И здесь, видимо, дорога проходит, по которой только такие огромные машины могут проехать. Ну, потому что здесь погранзастава, и сюда же нужно как-то добираться. И вполне возможно, что сюда детей привозят иногда. Ну, типа как летнего лагеря, что-то такое, палаточного. Наверное. Поэтому, может быть, здесь все такое цветное. Поэтому мне и напоминает пионерский лагерь. Я потому что в детстве очень много времени провела в таких пионерских лагерях, только не в палаточных, конечно. Там домики были. Такие домики, без условий, без всяких. Туалет на улице, душа нет. Короче, ну, как раньше, наверное, кто-то ездил уже в лагеря. Вот раньше так и было. Сейчас не знаю, как в лагерях. Сейчас, наверное, вот более благоустроено уже. Только я нагулялась, залезла в палатку и начался дождь. Время начала 6-го.
Доброе утро, земля. Время 6:40, на улице Дубак, весь вокруг туман. По верхам туман, внизу вроде нету. Короче, дубарина. Встала пораньше, уже умылась, почистила зубы. Сейчас сделаю зарядку, позавтракаю, и надо будет собираться сегодня пораньше выйти. Вот такая у меня просушка идет вещей. От палатки пар шел, сейчас она уже подсыхает. Тут рюкзак наполовину собран, наполовину нет. Жду, когда высохнет палатка. Она вся мокрая. Сейчас на солнышке быстро подсохнет. В общем, рассказы по порядку. Я уже выдвинулась на маршрут. Вчера так хорошо отдохнула, сил прибавилась. Кажется, рюкзак легче, но это до подъема. Сейчас я начну подниматься и заплачу за ною. Вот, короче, собираю я рюкзак. Идет этот пограничник, который там с погранзаставы с этой, за водой. Посмотрел так на меня, пошел. Воды набрал, обратно идет. А вы что, говорит, одна? Я говорю, ну да. А вы не боитесь? Я говорю, нет. Он говорит, тут медведи типа ходят, то есть то все. Я говорю, ну я знаю. А что, говорит, уже видели? Я говорю, нет. Я говорю, слышу. Я вчера, кстати, слышала реально рев. Вот. Вот, тут развилка. Сейчас, секунду. Ну, короче, ладно, порасспрашивал, пошел дальше. Ну, на свою там зону эту. Я, в общем, рюкзак собрала. Выхожу, а там через эту погранзаставу надо пройти, там шлагбаум. По-другому не пройдешь. Он выходит, уже ждет меня. Второй выходит с этим, с автоматом, с ружьем, не разбираюсь я в пулеметных оружиях. Такой, вы что, одна? Я говорю, ну да. Ну, говорит, надо ваш паспорт посмотреть, там записать, МЧС сообщить. Короче, я им фамилию, там имя сказала. И его очень долго расспрашивали, есть ли у меня перцовый баллончик, там какая-то защита от медведя. Я говорю, в самолете ничего нельзя перевозить, поэтому у меня ничего нет. Перцовый баллончик только раздражает медведя. Да и он теряет от него нюх и потом может погибнуть из-за этого. Он говорит, ну да. Я говорю, мне медведя жалко, я перцовым баллончиком никогда не пользуюсь. Они вообще, короче, по-моему, офигели и выпалят меня. В общем, я думала, они меня вообще не пропустят. Я говорю, вы меня извините, мне надо быстрее идти, потому что перевал затяжной, долгий подъем, и мне надо до вечера успеть. Короче, проскочила. Такие дела. Такая овчарка тут охраняет. Да, да, такой лапулечка. Вы посмотрите, какая мордочка. Очень холесень. На такой короткой привязи бедный сидит. Обрадовался, меня увидел. Хвостиком завилял. Ты маленький. Что ж тебя так на короткую привязь-то посадили? Малыш. Зажирел, двигаться не может. Ой. Может, его отпускают на ночь. Хороший пес. Красивый пес такой. По пути забежала на водопад Белый. Но я туда прям кверху не пойду. Время тратить неохота. Такой водопадик. Белый называется. Довольно мощный. До него там можно дальше еще подняться. Но мне с тяжелым рюкзаком бегать до водопадов, а что-то рюкзак боюсь оставлять. Почти с самого начала очень крутой подъем. Надеюсь, все 6-7 километров не будет. Так прям круто в гору. Пока что здесь идет такой же крутой подъем, как я позавчера спускалась и говорила, что меня потом подъем такой ждет. Вот точно такой же. По крайней мере, пока. Очень жесткий. Но, как ни странно, мне идется намного легче, чем до этого. Видимо, все-таки отдых сделал свое дело. Жарко, душно, но я поднимаюсь намного быстрее и шустрее, ну, по крайней мере, пока, с новыми силами. Кофту уже сняла, потому что жарко. Посмотрим, что дальше ждет. Тут, наверное, такой подъем будет, я подозреваю, 2 километра. Кстати, где я стояла, там
Не 2000, как я думала, метров над уровнем моря, а 1700 я посмотрела сейчас. А мне надо с 1700 на 3000 подняться сегодня. Вот что, нашла на подъеме павший лист. А на него такое яичко. Надо же. Оно такое тверденькое на ощупь. Ох, ничего себе, гриб. Просто огроменный. Вот, по сравнению с моей ногой. Просто огроменный. Два штуки. Я поднялась в круть крутую. Сейчас у меня пока временно, видимо, более пологий подъем через лес. Красивый такой лес. И самое главное, что освежающий, что не по солнцу. Это очень хорошо. И что дождя нет, тоже хорошо. Остановилась на передышку возле реки Белая. Такие виды вокруг. Прошла 3,1 и решила немножко передохнуть. В такую крутую гору поднялась. Сейчас от этого места до следующего, до родника, получается 2,1. Надо крутого тоже подъема пройти. По крайней мере, по карте показывает, что крутой подъем будет. Какая красивая желтизна осенняя. И небо сегодня синее. Тепло, хорошо, красиво. Кто меня снимает? Я и снимаю. Кто еще? За камерой.